А вот и третья серия о том, как я собирал и красил линкор Айова. Предупреждаю сразу, в конце этой серии будет небольшой сюрприз. Это будет ответ моим подписчикам, которые делали определенные замечания относительно предыдущих моделей. Но если вам не терпится, вы можете сразу туда посмотреть, потому что там будет как раз уже готовый корабль. А я пока расскажу в этой последней части, каким образом я работал над детализацией корабля. Итак, поехали. Перед нами корабль. Корабль уже готов примерно на 2/3. 20-я страница из 36. Здесь нужно будет установить 3 панели на надстройку и леерное ограждение. Вот оно, пожалуйста. Кроме этого, вот здесь нужно будет установить вот эти детали на вид. Это то ли огнетушители, то ли баллон со сжатым воздухом. Пожалуйста, дорогие зрители, объясните мне, что это такое. Сейчас я работаю с панелями, вот нужно зачистить здесь эти заусенцы. А эти детали, о которых я прошу вас, будут установлены вот здесь. Нужно аккуратно это делать. Далее. Вот последняя деталь. Кажется, тут нужно подкрасить справа. И уже обработанные панели. Вот те 3 панели, о которых я говорил. Далее. Они установлены, и мы будем работать вот с этим леерным ограждением. Я его сейчас скальпелем вырежу из литника и немного загну. Напоминаю, что для сгибания лучше подходят пинцеты с прямыми краями, а здесь, вот именно здесь, лучше подошел пинцет с закругленными краями. Все зависит от техники. И вот сейчас я начну устанавливать средние и малые детали леерного заграждения. Вот таким образом оно встает. Некоторые встают довольно быстро и хорошо. Вот некоторые нужно корректировать. Мелкие детали обычно хорошо и быстро встают. Я напоминаю, что использую клей Бизон, потому что когда он высохнет, он будет совершенно прозрачным, примерно как клей ПВА. Вот приходится дополнительно корректировать установку, и все равно не очень хорошо встала. А эта часть встала, по-моему, отлично. Вот. Сглазил. Теперь хорошо. Так, 21 страница перед нами. Что у нас здесь? Здесь у нас большое количество спасательных плотов. Надо их сейчас... Они уже покрашены. Надо их освободить от литника. Их нужно будет склеить. Сейчас я покажу как. Нужно будет установить один на другой по 3 плота. Вот тут хорошо на этом рисунке видно. Сейчас я их скорректирую так, чтобы они были прямо. Да. Вот таким образом хорошо получилось. Теперь нужно их собрать вместе. А мне заняться вот этой вот частью. Это надстройка на надстройке. Вот сейчас я сначала приклею здесь справа и слева панели, а затем буду устанавливать малые детали на ней, а именно вот эта деталь устанавливается аккуратно. Ну, а теперь маленькие орудия. Я не нашел информации о том, что это за оригинальные пушки. Единственное, что могу сказать, только 2 таких орудия существуют у линкора Айова. Вот они. Больше их нигде нету. Далее, ну это уже известные детали, это дальномеры. Они установлены. Вот, показываю. Теперь время приклеить судовой колокол. Вот он. Больше всего похож на судовой колокол, но скорее всего это ревун. А теперь большая часть надстройки вот с этими отверстиями, которые мы уже сделали. Сейчас я только приклею плоты. Но я не стал показывать, как я буду приклеивать плоты, потому что это слишком просто. Здесь достаточно много времени нужно уделить другим деталям. Вот, например, эта часть. Она, в общем-то, встает практически идеально, без проблем и без щелей. Теперь еще одна часть. Вот сейчас я ее установлю. Вот в эти отверстия. Очень хорошо, что есть отверстия. Это очень помогает.
И перед нами 22 страница. Самое главное, что здесь нужно сделать, это установить вот такие вот гнезда для ПВО. Я сейчас укажу на них. Вообще-то, конечно, это не гнезда, это часть палубы, часть мостика, можно ее так будет назвать, это будет правильнее. Почему я ее называю гнездами? Ну, тут на самом деле есть ответ. Сейчас я покажу то, что я делаю. Я, как всегда, раскладываю мелкие детали таким образом, чтобы их посчитать, чтобы ничего не пропало. А здесь я не делаю отверстий, я показываю, я их только увеличиваю. Я рассказывал о том, что здесь постоянные проблемы с тем, чтобы штифты подходили к уже сделанным отверстиям. Чаще всего отверстия меньше. Здесь в ускоренном темпе я показываю, как устанавливаю орудийные стволы, контейнеры с боеприпасами. Вот. Таким образом. И я установил это на той части мостика, которую я называю гнездом ПВО. Сейчас я закончу с остальным и объясню, почему я выбрал именно это название. Хотя оно несколько не в морской тематике. Все здесь встает достаточно корректно, после того, как я увеличил отверстие. Ну и последняя часть. Последние два орудия ПВО. Все отлично встает. Все готово. Теперь вот. В контексте этой инструкции именно вот эта часть, которую я сейчас пытаюсь приклеивать металлические части под отравление, называется мостиком. Вы можете даже посмотреть, у меня под рукой Bridge Assembly написано. Вот именно это для них является мостиком, и сейчас мы ее попробуем установить. Устанавливается она на диво прекрасно, практически идеально. Вот эти два элемента, скорее всего, часть воздушной системы корабля, то есть вытяжка. Здесь с правого и с левого борта будут установлены два средних прожектора. И далее мы работаем с этими самыми частями, гнездами ПВО. Они встают замечательно. Вот здесь вот одинокий снарядный ящик. С правого и с левого боку установлены эти гнезда. А вот сейчас займемся вот работой, связанной с искусственно сделанными отверстиями. Скорее всего, это тоже часть системы воздушного кондиционирования. Далее 23 страница. Ну, здесь много работы с леерным заграждением. Я сразу покажу. Практически только леерное заграждение. Сейчас я раскладываю эти части и начинаю их устанавливать. Малые части, как я уже говорил, становятся в основном довольно быстро. И никаких проблем с ними нету. Вообще у корабля леерное заграждение очень и очень неплохо развито. Я говорю о корабле как о модели производителя Verifier. Здесь нужно согнуть. Для этого у меня есть очень тонкий пинцет. Вот, а здесь хитрость. Посмотрите, я взял кусачки и делаю это вокруг. Да, соответствует. Как раз нужный радиус сгиба. Все. Порядок стоит. Мелкие детали. Их очень много. Вот тут вот катушка. Или, правильно сказать, вьюшка. С этой стороны я уже почти полностью установил все детали. С другой стороны я делаю то же самое, а для скорости я просто показываю только с одного борта. Так гораздо удобнее для нас с вами. Вот. Еще нужно одну деталь согнуть и аккуратно поставить. Прекрасно. Все стоит. Здесь она необычной формы, поэтому приходится долго корректировать ее. Я не буду этого показывать. Одна из последних деталей, которые я оставлю здесь. Итак, другой борт корабля. Теперь будем работать с этого борта. Далее, 24 страница. Здесь необходимо работать с вот этими частями, которые будут установлены на
надстройки. Вот эта вот часть, ее нужно будет склеить. Я все это сейчас разложу. А здесь я удалю заусенцы. Так, нужно это соединить, нужно это склеить. Это будет верхней частью надстройки. Вот я это сейчас сделаю. Это довольно удобно, то что дозатор клея туда так легко входит, в эту щель. Вот этот вот мостик нужно установить. И далее вот здесь вот работа произойдет. Сейчас устанавливаются бинокли или телескопы, как это написано в мануале, и один большой прожектор на 24 дюйма. Вот эта вот часть, это будет установлена здесь, сверху. Это основа для следящего прибора. По всей видимости, это большой дальномер. А вот 25-я страница. Здесь очень мало работы. Нужно создать несколько надстроек, которые венчают большую надстройку корабля. И вот эта мачта с большой сеткой радара. Будьте с ней очень осторожны, она несколько раз у меня ломалась. Сейчас я делаю что-то похожее на трубу, но это не труба. Это точно такая же надстройка, такая же основа. Сейчас я вставлю сюда подковообразный мостик и покажу довольно сложную работу с ним. Здесь нужно будет установить сразу два леерных ограждения, один в другой. Вот, я согнул сейчас первый, а потом и вторую часть и приклеиваю. Внутренняя часть. И сейчас я покажу, что у нас будет и внешняя часть. Вот так вот. Нужно скорректировать чуть. Вот, показываю. Красиво получилось. Далее. Вот эта часть, она очень-очень тонкая. Будьте с ней очень осторожны. У меня она, к сожалению, к большому сожалению, несколько раз отламывалась. Я показываю, что я доделываю эту часть. Вот это будет наверху. А это венчает наш корабль. Самая высокая точка — это сетка радара. Итак, 26-я страница. И идет работа с теми же частями. Плюс дымовая труба. Здесь тоже часть ревуна. Я его судовым колоколом называю. Итак, вот та часть, о которой я уже говорил. Сейчас мы ее склеим. В нее интегрирована дымовая труба. Справа и слева по бортам я ставлю очень-очень мелкие части. Вот я показываю одну из них. Леерного заграждения. Здесь очень много леерных заграждений. И я, скажу честно, я еще докупил дополнительно. Я крашу цветом Flat Black дымовые трубы и внутри, и снаружи. Вот они получились. А теперь сначала устанавливаем ту часть, которую я делал в прошлый раз на 25-й странице. Сейчас я это сделаю. Вот она уже установлена. Как я говорил, это топ, самая высокая часть корабля. Интегрированная дымовая труба. Вот она. Она вполне хорошо входит. Прекрасно встала. Далее неинтегрированная обычная дымовая труба. Необходимо здесь сделать отверстия. Вот я сейчас их делаю, по два отверстия. Вот с обратной стороны в обязательном порядке я их должен продублировать и зачистить. Теперь я их склею, эти две части. А это гнезда-мостики для дальномеров телескопов и небольших прожекторов. Вот сейчас я их буду туда вставлять. Но они не очень хорошо вставляются. Сейчас я покажу. Пришлось применять силу. Так, здесь и внизу тоже два. Вот здесь и с этой стороны. Вот, а потом я дал время для того, чтобы клей высох и деталь затвердела. Она у меня постояла. Вот. После этого я вставляю сверху прожектора, а снизу наблюдательное устройство 1 и 2. Так, все. С этой деталью мы закончили. Порядок
И 27-я страница. Мы здесь работаем с дымовой трубой. Ее нужно доделать. У нее довольно много мелких деталей. Затем вот эта вот часть с большим дальномером. И орудийные палубы для четырехствольных систем Bofors. Это металлическая часть, балкон. Сейчас я покажу. Я столкнулся с проблемой. У меня не получалось его установить. Вот, пришлось зажим, прищепку использовать. Ну, теперь все в порядке, это же очень быстрый клей. Так, теперь леерные заграждения. Они здесь мелкие, вот я снова пользуюсь своими кусачками. С одной стороны я смог это согнуть, и с другой стороны я сгибаю то же самое леерное заграждение. Теперь самое маленькое, вот здесь вот. Очень много мелких деталей, мне нравится этот корабль. Теперь мачта, но мачта нуждается в двух деталях. Первая — это самая маленькая часть радара. Вот такой вот мелкий радар. Но он у нас установился вроде хорошо. Далее антенны. Антенны на арею с обеих сторон. Устанавливаются тоже хорошо и быстро. Все это в ускоренной съемке. Теперь я заканчиваю работать с дымовой трубой. Вот она практически и готова. Только мачту осталось установить, соответствующее отверстие. Да, все в порядке. Вот видите, немного сбилось леерное заграждение. Я его уже исправил. А теперь вот эти две большие детали. И система противоавиационной защиты Bofors. Сюда нужно вставить большие бинокли, они же телескопы. Это мостик, который сейчас вот только нужно леерное заграждение еще согнуть и установить. Вот немножко неудобно, но я справляюсь. Все-таки уже достаточно большой опыт. Вот эти вот маленькие части с такими маленькими рожками. Да, они установлены. Порядок теперь это нужно соединить. Внутрь нужно добавить клею. И сверху дальномер. Так, только нужно его прямо. Немного криво. Доделаю. Вот теперь эта щель и балкончик. Все, деталь готова. Порядок. Поаккуратнее нужно вот здесь. Продолжаем работать с 27-м листом. Здесь гнезда или орудийные палубы. Вот одно я уже сделал. Можно увидеть слева вверху. Здесь я быстро вставляю ПВО. Ну, в общем, с этой страницей мы закончили. Это 28-я страница. Здесь не очень много работы. Вот эти вот стаканы с Direct MK51 и несколько частей, которые будут приклеены на нашу надстройку. Вот это несколько частей, с которыми мы сейчас и будем работать. Леерное заграждение. Вот эту часть лучше сейчас убрать. Займемся вот этими гнездами. Вот. Сейчас сюда MK51 Direct. Собственно, я уже назвал это. Вставляется. Далее вот здесь дырочки, в которые нужно будет вставить эти гнезда. Это часть мостика, которая будет приклеена на надстройку. Вот они вставлены. А далее нужно зафиксировать для того, чтобы приклеить леерные заграждения. Порядок с одной стороны, порядок с другой стороны. Все сделано и откорректировано. Далее, теперь нужно будет сюда приклеить вот эту часть сверху. Она встает очень удобно. Хорошо. Да, вот только ее прижать нужно получше. Так, с этим мы закончили. Теперь мы ее должны вот здесь приклеить. Вот эту часть, которую мы делали в прошлый раз. Так,
Она приклеена, она встает замечательно. С этим закончено. Здесь будут орудийные палубы для буфорсов. Крупные вот эти вот по 3 пушки, которые имеют по 4 ствола. Вот. Эта часть мостика, она встает достаточно трудно. Тем не менее, несколько раз до определенного щелчка, и она встала. Порядок. Ну, посмотрите, на самом деле корабль уже во многом готов. 29 страница. Здесь тоже немного работы. Вот эти вот 2 панели по бортам, они будут вот здесь расположены, внутри. Далее, такие же точно гнезда с большими Direct MK51, снова назову их так, биноклями, которые больше похожи на дальномеры. Вот. Эти стенки встают достаточно корректно, хорошо. И одна, и другая. Далее. В убыстренной съемке и то получается довольно долго. С этими мелкими деталями приходится работать по 20-30 минут. Это они только кажутся мелкими и ничего не значащими. Вот сейчас я вставляю сюда эти системы слежения. Так, все сделано. Страница 30. Здесь тоже немного работы. Вот эту вот часть я покажу. Нужно будет работать с металлическими частями. Вот это вот 2 гнезда для ПВО, бафорсов. Я снова показываю эти части, которые, по мнению разработчика, нужно было каким-то образом убрать. Нет, я этого делать не буду, потому что подозреваю, что получится некрасиво. Вот. Я это сделал, теперь показываю дальнейшую работу. Установлено 2 эрликона. Вот, по сторонам будет установлены 2 высоких длинных трубы, по-видимому, тоже связанные с системой воздушного охлаждения. И вот эти гнезда круглые справа и слева. А теперь вот эта часть, ее нужно сначала отрезать, вытащить, потом вот так согнуть под прямым углом. Вот, я 2 части согнул. Так ее нужно будет собрать. Вот сюда сначала вставляются такие колонны. А теперь по сторонам будут установлены эти металлические части. Кожухи. Вот. Установлены. Теперь нужно установить треугольные поддержки. Вот с этой стороны их будет 2, с другой стороны тоже 2, дублирующие друг друга. Вот. Одна, другая. А с другой стороны по одной. И что интересно, они с другой стороны не касаются этих металлических кожухов. Вот я это сделал и показываю. Вот 31 лист. Здесь нужно будет установить вот этот вот мостик, верхнюю часть нашей палубы, естественно, уже собранный дальномер, трубу и несколько видов радаров. А сейчас я работаю с шлюпкой, здесь их всего 2. Нужно сначала прокрасить внутри цветом Blue Marine, а сверху тут по периметру это будет светлый серый. Вот. Я собираю здесь наш радар. И это тоже радар. Только это другой радар. Разницу между ними я не знаю. Вот. Сделано. Здесь нужно будет согнуть леерное ограждение, но я сделаю это немного проще. Я сделаю это без среднего элемента. Сейчас покажу. Вот так вот я загибаю углы, а сейчас загну полукруглую часть. Вот, все в порядке. Так, вот тот радар, о котором я говорил, он становится сверху, здесь. Это не грязь, это таким образом выглядит отверстие. Так, теперь вот
эта часть надстройки, и она встает довольно тяжело. Нужно несколько раз ее хорошенько надавить, но был щелчок, и значит все в порядке. Она на месте. Далее дымовая труба. Вот, она встает хорошо. Здесь только что построенная система слежения. Тоже все в порядке. И последнее здесь радар. Все. Далее. Вот это вот поддержки для лодок, для шлюпок, которых всего две. Не то, что у кораблей на 30-40 лет старше. Там их не меньше 20 было бы. Вот шлюпка. С другой стороны, с другого борта будет то же самое. Сейчас я ставлю 24-дюймовые прожектора и пулеметы Орликон с правого и левого борта. Так, теперь леерное ограждение справа, с левого борта. И все, можно сказать, что здесь мы закончили. Следующая страница, страница 32. Мы уже на пути к окончанию нашей работы. Я выложил сюда необходимые части, которые нужно будет сейчас приклеить, а вот эту нужно будет собрать. Что это за часть? Немного позже. Это топовая надстройка. Вот, это часть эллипсоидного характера. Что это такое? У нее наверху, сейчас я ее соберу, должен быть установлен радар. Что это такое, я могу только догадываться. Сейчас этот радар я буду склеивать из двух металлических частей. Я одну показал, вторую нужно загнуть. Вот таким вот образом, полукруглым, мне помогает кисть. А теперь склеим эти части. Вот она, хорошо получилось. Вот так. И склеить. В середину. Вот она выглядит. Как хорошо выглядит. Порядок. А вот эта часть. Что это может быть такое? Я начинаю догадываться, что это, но в отсутствие окон или, лучше сказать, иллюминаторов, можно лишь предполагать, что на самом деле это и есть мостик управления кораблем. Вот сейчас я установлю недостающие боуфорсы справа и слева. Это последние пушки, которые мы здесь ставим из ПВО. А сейчас нужно установить вот эту часть. Да, скорее всего, это и есть главная цитадель управления. Цитадель я ее назвал неправильно, цитадель у корабля внизу. Но там должен находиться рулевой, там должен находиться капитан. И еще нужно установить 3 радара с правого, с левого борта и один точно такой же спереди. Вот они. Очень много радаров на корабле. Надо сказать, для своего времени это была просто технологическая бомба. Корабль огромный, корабль дорогой. Посмотрите, как он выглядит. Да, мы действительно уже на финишной прямой. Очень скоро закончим. Прошу заметить, это 33-я страница, где мы занимаемся исключительно башнями среднего калибра и вот этими вот якорями. Сейчас я покажу еще очень важную вещь, якорную цепь, которую мы до сих пор не установили. Значит, сначала я приклеиваю якорь. Прошу заметить, в отличие от многих кораблей, он здесь цвета корпуса, а не черный. Совсем немного, 1 капля моментального клея, и к нему клеится металлическая цепочка. После того, как клей застынет, я это показываю очень быстро, мы укладываем ее вот таким образом вокруг. Она приклеилась, надо ее чуть-чуть оторвать. Вот так. И вот до этого клюза. А здесь я отрежу это с помощью кусачек и точно так же установлю вторую. Вот так. Все. Красиво получилось. Продолжу. О самом главном. Здесь нужно немного увеличить отверстие. А теперь мы берем флаг United States
и название корабля Айова. Флаг, название и номер 61. Сначала флаг, хотя гораздо правильнее назвать его гюйс, потому что он будет стоять на флагштоке на носу корабля. Вот так. Соединим. Теперь номер на нос, 61 номер, Айова. И на корму название. Название приклеено. Название откорректировано. Вот. Здесь два разных вида башен А и Б. Они практически ничем не различаются, кроме того, что вот у башни А справа небольшая лесенка установлена, а у башни Б она слева. Башни А и Б, соответственно, идут по разным бортам, и я сейчас их устанавливаю. Вот я это и закончил делать. Я почти закончил. И следующая страница, надо же, какой сюрприз. Наша хитрость позволила нам ее избежать. Мы все сделали чуть раньше. Теперь еще несколько деталей, а именно вот эти вот две. Почему их в самом конце нужно делать? Это секрет самого производителя. 36-я страница, корабль полностью готов. Я должен установить последнюю башню главного калибра. Вот так вот до легкого щелчка и немного повернуть ее направо. Всегда последним я устанавливаю флагшток. И вот американский линкор Айова, участник и герой Второй мировой войны, полностью готов, полностью сделан. Но кое-что мне не понравилось, когда я увидел этот прекрасный и сложный в изготовлении корабль. Кое-что, о чем я уже говорил ранее. То есть это тот самый сюрприз. Да, и сюрприз этот связан с письмами и обращениями со стороны подписчиков. Мне писали, да, корабли хорошо покрашены, они довольно детальные и технологично собраны. Вот на нас смотрит с вами Айова. Но у них кое-чего не хватает, а именно такелажа. Я нашел самую простую схему такелажа этого линкора на 36-й странице. Если вы заметили, такой схемы нет. Но она есть в интернете. Еще мне пришлось докупить большое количество ограждения. Леерное ограждение около 1,5 метров было докуплено для этого корабля. И вот теперь я могу вам представить то, что получилось. Это корабль красивый, это корабль очень крупный. Можно сказать, что он уже близок к идеалу. За всем с вами прощаюсь, ваш Артизан Мороз.